Здравствуйте, товарищи. Это шеф-редактор проекта «Эра» Сергей Цветаев. И у нас в студии Роман Миленчук, методолог обучения системному мышлению. Мы уже встречались один раз. Это было хорошее начало нашего цикла. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня посвящаем наш эфир, как я понимаю, первоклашкам и их родителям. Да. У нас излет лета, излет августа. Вы сейчас сами обозначите тему, чтобы я не вклинивался и не вносил вам дисбаланс в встроенную систему. А потом мы поговорим еще о каких-то вещах, которые опосредованно или непосредственно влияют на весь процесс обучения и, в принципе, на всю структуру обучения в государстве российском. Еще раз здравствуйте. Смотрите, мы коснемся сегодня очень важной темы. Это обучение чтению. Казалось бы, что такое? Читаем, да, как что проще, да? Говорим, смотрим, читаем обычные явления, которых, казалось бы, что еще проще, может быть. На самом деле не все так просто, не все так понятно, не все так гладко, как кажется. Немножко забегу вперед. Чтение определяет склад ума. Наверное, все об этом знают, просто не понятно, какой механизм этого и где он зарождается. Начнем с того, что когда рождается ребенок, для него вообще все новое. Ощущения, тактильные и так далее. Первое, что он учится, это распознавать звук. Он учится звуку, через звук он осваивает предметы. То есть, если, допустим, стол – это стол, то он сначала об этом слышит, потом понимает, что это стол. Горячо – это горячо, сначала слышит, а потом ощущает. То есть, у него сначала формируется слуховая память. Потом она привязывается к предмету, к образам. Понятно, что он еще мыслить особо не умеет, он может только сопоставлять. Дальше возникает речевая функция. Он умеет говорить, умеет слушать и сопоставлять. То есть начинается механизм мышления. И вот здесь начинается самое интересное, что вроде бы как сформирован механизм слуха, сопоставления и мышления на его уровне, и потом мы приходим к необходимости чтения. И все считают, что вот дали азбуку, там, сложили по слогам, и пошло-поехало. Но есть нюанс. Точнее говоря, много нюансов. Но основной нюанс в том, что даже буква «М» в слове «мама» звучит не как «М», а звучит как «мам» и так далее. Да? Есть сложные сочиненные, точнее говоря, сложные сопредельные буквы, допустим, да, ТР, да, МК и так далее. Ребенку это надо научиться. То есть смысл в чем? Что ему нужно сначала увидеть образ, потом графическое изображение этого образа, потом это надо ему озвучить, так как он слушал в детстве, это все сопоставить. Я сейчас примитивно рассказываю. Сопоставить, и потом из этого выявить смысл слова. Допустим, экскаватор. Да? Вот сколько там букв, представляете, туда вот, ему нужно это запомнить. Потом возникает импринтовый стандарт, когда он запомнил звучание, написание, и потом когда-нибудь с этим сталкивается. И вот есть такой нюанс, когда вроде бы как он прочел, все считают, что все, хорошо, справился, ставим галочку, бежим дальше. Нет, это он только познакомился со словом. Потом возникает длительный период, скажем, вот это вот просеивание вот этих слов, когда он их запоминает. Это очень длительный процесс. И представьте, чтобы научить ребенка просто читать, нужно 3-4 месяца плотных занятий, правильного чтения. Потому что после того, как мы научили его читать слово находится в предложении. Предложение формирует смысл. Смысл нужно понять. Потом возникает контекстуальный смысл. А то ли, так ли слово понимается в этом предложении. Понимаете, да? Потом возникает следующий этап – осмысление. О чем это вообще предложение? И когда вот эта вся история выстраивается с нарушениями, даже изначально ставится неправильный вопрос по преподаванию, возникают дефекты. Потом возникает вопрос счетчика. Давайте посчитаем, сколько он считает слов в минуту. У нас тоже это было в школе, там секундомер побежали, но никто не спрашивает, а понял он, не понял он, как он понял. Потому что если, допустим, видит он только первую букву, не последнюю, начинается перемешивание. Вот есть такие эксперименты, наверное, многие встречали, когда дают первую, последнюю букву, а внутри перемешаны слова, буквы точнее. И человек снова понимает смысл.
Почему? Потому что есть беговая функция, пробежался, потом мозг начинает восстанавливаться. Но на это нужно время. Представляете, сколько энергии тратится на то, чтобы сопоставить комбинаторику и прочитать. Но ассоциативно, я понимаю, да. Я проходил такие тесты, когда я помню, в том тесте большая часть слов была перепутана внутри, вот как вы сказали. Да, в длинных букв. Да, в длинных особенно словах было дано там по 2 в начале, по 2 в конце. Ну, видимо, для некого усиления эффекта. В принципе, да. Если не задумываешься, то читаешь хорошо. Когда задумываешься, уже сильно спотыкаешься. Да, и вот, когда мы в прошлый раз с вами говорили о мышлении, то мышление – это следующая функция после того, как мы прочли. То есть сначала, повторюсь, человек видит знаки. Знаки – это вот какие-то черточки, это не только буквы, это знаки в самой букве, потому что буквы иногда написаны прописью, иногда и печатно, иногда там разными шрифтами. Это все нужно идентифицировать как одну букву. Это нагрузка очень серьезная. Дальше, соответственно, мы должны собрать это в звуки. Звуки, которые сочетаются в слогах. Слоги соединить в слово. Это делается должно быть мгновенно. Не так, как, допустим, вот он сидит и читает. Здесь не должно быть ошибок. То есть первое, это должна быть, условно говоря, такая грамотная речь у ребенка. Это развивает сказки. Аудиосказки, разговоры. То есть если ребенок не слышит аудиосказки, не разговаривает с родителями, у него не формируется вот этот понятийный багаж. То есть ему нечем сравнить. Он приходит, читает слово, звук нечем сопоставить. То есть вот услышал внутри себя, а не с чем. Поэтому первая задача родителей, которые отдают детей в школу или готовят, или уже там на каком-то этапе, это давать аудиосказки. Дети с охотой слушают аудиосказки, потому что им нравится воображать. Это вот первый такой момент. Нельзя их отрешать. Та самая наслушанность должна возникать. Да. Должен возникать багаж, который складывается в мыслительном центре, правильного произношения, большого объема знакомых и незнакомых слов, интонирования и прочего всякого. Да, особенно важна интонация, потому что интонация делает пунктуацию. То есть, когда мы читаем, мы же можем читать бегло, а в уме у нас идет обработка. Чем больше вариаций интонаций у ребенка в памяти, тем больше у него, мы к этому пойдем, форма мышления. Соответственно, возникает вопрос. Вот эти сказки, которые сейчас существуют, мы же пытаемся, их, не то чтобы ограничить, как-то вот нацелить больше на такую не художественную составляющую, а на информационную. То есть тебе это пригодится, это читай, или мы это не читаем. Вот это вот даже школа 3.1, она что делает? Она сжимает 2 года, как будто там ничего важного нет. Там очень много чего важного. И вот эта попытка сжать 2 года, это катастрофа и для родителей, и для детей. Не сформированы, условно говоря, головные центры вот этих вот частей, которые отвечают за восприятие, за образность и за логику саму по себе. Так спрессованность вызвана тем, что пренебрегает нынешняя система социума, пренебрегает низким темпом усвоения, темпом сопричастности с жизнью. Хотят как можно больше, как вы правильно говорите, впихнуть как можно быстрее и еще увеличить скорость для того, чтобы якобы ребенок больше воспринимал и больше анализировал в моменте. На самом деле я согласен с вами полностью, этого не будет. Пока он не выработает в себе то, что нам досталось от древних, протяжное такое внутреннее декламирование, когда он не тараторит внутри себя не пойми что, а может так с чувством сам себе все это прочитать, прозу, поэзию, даже самые простые стихи, мы с вами прекрасно понимаем, о чем говорим. Сейчас Агнию Барто можно оттарабанить, а можно прочитать так несколько стихотворений, которые абсолютно общеизвестны, что тут, как говорится, человечество всплакнет. Да, это такой еще нюанс, что у ребенка эта образная составляющая, она такая еще, мягкая. И чем больше интонаций, больше красок вложено в голос, именно в голос, тем у него образность, она у него более такая, подвижная. Если просто им прочитать, как допустим, на скорочтении, что делает скорочтение? Оно просто выявляет смысл. Смысл – это, условно говоря, для чего? А образность – это почему, как, это красота. Поэтому, когда мы говорим о чтении, это прежде всего необходимость правильно выучить каждый этап. Но самое еще важное, это, наверное, уже где-то на 2-3 класс, когда возникает обратная связь между тем, что ты прочел. Все говорят, он прочитал быстренько, он там читает 60 слов в минуту, хорошо, все, но он их произносит, 60 слов в минуту, произносит. Не значит, что он понял каждое слово, контекстуальный смысл, и образ не сформировался такой, как заложил автор туда. Потому что автор, делая пунктуацию, даже, допустим, у того же Пушкина, у него своеобразная эта пунктуация, она не подходит под русский язык.
И когда мы говорим, ребята, нужно читать классиков для того, чтобы развить у себя вот эти качественно чувственные параметры, будем так говорить, да, вот это ощущение. Я вас дополню кратенько касаемо полноты восприятия прочитанного материала. Вот я общаюсь с преподавателями литературы разными в течение последних лет, слышу примерно одно и то же. Это вдумчивые преподаватели, которые болеют, радеют за свое дело. От младших до старших классов самая страшная проблема – изложение. Не сочинение, да. я даже могу да. не продолжать. Изложение, потому что это нужно воспринять. Понять. Все, как вы говорите, пропустить, осмыслить. И ровно то же самое, но своими словами да. изложить четко в последовательности, без нарушения логической цепи и без искажения авторских смыслов. Это ужас. Смотрите, в смысле, такая новость. Я немножко так забегу вперед. В одной из моих книг, которая сейчас находится в редакции, есть такое упражнение. Мы показываем на том, как, допустим, сейчас делает школа. Она что делает? Она выдает тебе параграф согласно расписанию, спрашивает, ты понял? Что значит понял? Я запомнил. То есть используй только память. Не понял, это значит, ты получил смысл и сможешь пересказать. То есть найти синоним. Вот это самое важное. То есть синонимы это и антонимы, это мера понимания. То есть есть и аналогии. И аналогия. Аналогия, да, это просто своими словами. То есть да. Мера понимания – это дистанция между антонимом и синонимом. Потому что все понимается в сравнении. Вот нельзя сказать, физический фон в вакууме. Что это такое? Не знаю. А вот есть красное, есть допустим, синее. Есть теплое и холодное. Вот между ними есть разница. Высокая, низкая. Да, это как раз мера понимания. И когда мы говорим о преподавании, важна методика. Вот наша текущая школа, она заставляет запоминать фактологию. Мы говорим, что надо больше, надо не больше, надо системнее, потому что система, она держится на общих принципах. Принцип – это то, что влияет на массовость, на big data. Да? Зачем тебе изучать big data, когда ты пойми принцип, еще древние говорили, понимание принципов избавляет от заучивания фактов. Я не помню, кто сказал, но это именно так было. Зачем это нужно? Потому что ты понимаешь общее, из него потом вытягиваешь частности. Помните, ты можешь объединять в группы, классы, подклассы, подвиды и так далее, внутри себя даже создавая некую систему, но внутри нее умея ориентироваться. Это как знать, что цветы, все цветы, но каждый конкретный цветок ты не знаешь, не распознаешь ни по запаху, ни по цвету. И сделай тебе условно элементарное задание, опишите 10 цветов каких-то. Самых простых, розы, гвоздики еще, это вызовет проблему. Если все это поверхностно. Да, помните, мы с вами коснулись логики. Ее же убрали не потому, что там мало времени остается, а потому что она дисциплинирует мышление. Понимаете, да? Потому что есть большая разница между генералиссимусом и председателем колхоза, к сожалению. Это не вопрос какого-то снобизма, а вопрос, к сожалению, исторических реалий. Как говорится, времена не выбирают, в них живут и умирают. Да. Давайте жить правильно, по крайней мере, чтобы это было приятно, честно. Мы должны делать то, что мы можем. Да, а что будет, он говорит, исправить наши действия. Это уже другая история, да. И когда я коснулся методики, важно что сделать? Важно ребенку объяснить, попросить его рассказать своими словами, именно рассказать, потому что отображение себя – это как раз то, как я понял, потому что если он пишет, он думает, у него есть время. А когда он излагает у доски, почему сегодня был у доски, и Петров, приходи к доске, и он приходит красный, вроде бы он все знает, напишет. Фокус, концентрация тебя заставляют напрячься, ты должен выйти, сконцентрироваться и… сказать то, что ты понял. Да. И ты не можешь заучить, потому что чем хороший стих? Ты заучил, ты можешь даже не знать, о чем он. А когда ты делаешь изложение, ты этот образ сформированный, излагаешь своими словами, то есть синонимами, всеми остальными. И самое важное, чтобы добиться этой всей истории продуктивно, сейчас это можно делать легко, можно записывать на телефон, потому что камера ребенка дисциплинирует даже не совсем к точности, а к важности собеседника, потому что обычный диалог, он идет по-другому. Когда ты записываешь историю, ты чувствуешь, что у тебя нет возможности ошибиться. Поэтому возникает такое чувство… Фиксация для истории, да. Хочется напрячься и выглядеть лучше. Да. Но это такой прям инстинкт. Да, и он чувствует, и они выходят, дети, начинают по-другому говорить. Они могут где-то ошибаться, но с 5-10 раза у них уже получается лучше. И главное, что они потом, когда смотрят на преподавателя, слушают его, они уже интуитивно знают, что надо будет выступить правильно. Поэтому у них отношение к самому предмету к этому немножко другое.
Я вот тоже на секунду буквально уже с годами понял, в школе как-то ты об этом не думаешь, а я понял, почему было такое количество утренников всяких, там, литературно-художественных там, сценариев и прочего, то, что там разучивали, ставили и так далее. Да потому что последовательность действий, понимание общего смысла, свой собственный заученный какой-то кусок, произнести который нужно, безусловно, с определенным интонированием, не сбиться там, не выпасть там, не разрыдаться и сесть на пол. Требует усилий, да. Прямой навык. Да, прямой да. навык. И внимание зала. Люди смотрят. Здесь как бы возникает такое, знаете, сопричастность. Да. Я вот детям всегда объясняю, смотрите, что важно? Важно не только понять, а почувствовать. Вот перенять это ощущение, прожить ту жизнь, которая живет человек на сцене там, или актер. Да, вот почему хороши советские фильмы. Люди не играют, они проживают. Вот эти все фильмы о войне, посмотрите, кто их играл. Играл бывшие, в смысле... Во многом бывшие фронтовики, либо дети военные, те, кто это видел. Они Да, просто конечно. проживали эту жизнь заново. Они и ты смотришь, и ты веришь, потому что ты понимаешь, что там нет наигранности, там есть то, что говорит Станиславский, верю, теперь я верю. Ну вот тот же там Никулин, там и Буговкин, и Папанов, да многие сейчас, Смоктуновский, там все, кто оказывался на съемочных площадках там уже через 10-20 лет после войны, они говорили, что эффект такой жестокий, потому что они через это проходили, и когда ты оказываешься в сходной ситуации, окопы, какая-то боевая позиция, еще что-то, взрывы там, звук, все тебя переносит туда, и ты там. И ты веришь в это? То есть буквально, они говорили, что ощущение, что как будто бы заново. Вот прям, да. И такой есть момент интересный, вот это, наверное, учат в актерских школах, ты должен войти в роль, даже нужно войти в роль ученика. Вот это ощущение, что ты приходишь за знаниями, не просто там сидишь, там тебе вот надо... Ну, понятно, что сейчас многие вещи девальвированы, но, в принципе, само ощущение должно восстанавливаться. То есть мы должны детям объяснить, что вот это проживание вот этих вот вещей. Конечно, должен быть другой преподаватель. Он должен быть убран от всех этих статистик, от всех это вот бытовых вещей. Это даже не обсуждается, это само собой. Это как в Японии. Как в Японии. Самый дорогооплачиваемый педагог это в садике. Почему? Потому что там закладывается основа. Вот о чем мы говорим, что если ты там посеял, дальше оно растет. Если ты там, условно говоря, подрезал, оно уже не растет. Ну и всегдашняя история, то, что мы знаем по выдающимся историческим личностям, ну и, в принципе, менее выдающимся, но состоявшимся в общественном пространстве люди, которые получили домашнее образование или имели серьезного какого-то наставника, который был прям вот при растущем, при растущем человеке от младшего возраста до юношества, формируя смыслы помимо преподавания всего остального. Получается, что наставник нужен не один на 30 человек. Представляете, что такое научить читать 30 человек, когда нужно посвятить каждому минимум 4 месяца. Вот из опыта могу сказать, вот 4 месяца, вот, чтобы идеально отработать, чтобы потом... И самое важное, вот, какую вещь хочу донести, это, может быть, покажется таким, ну, скажем так, гипотезой, но способ чтения, вот эти все компоненты, которые выстраиваются вот в этом возрасте, там, скажем так, начальной школы, они влияют на выбор профессии. Будет гуманитарий, условно говоря, либо технарь, ну, образно технарь. Через распознавание или через привлечение внимания? Потому что все-таки некая заданность, безусловно, присутствует. Я вот, скажем, в точных науках мне всегда было тяжело. Вот, прям вот буквально тяжело. Но если мной занимались, а у меня был очень полезный опыт жизни, я 2-3 класс, вот был замечательный проект ВЦСПС, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов при СССР, я учился в лесной школе. Вот меня туда отправили, все это полноценная школа, но это был лучший опыт моей жизни, это полное погружение. То есть мы там все время были, только на каникулы домой. Мне страшно понравилось, страшно просто. Да, и ты не можешь ничего не сделать, потому что ты все время внутри среды, но это и не вызывает у тебя никакого отторжения, потому что все происходит естественно. Один преподаватель, другой, вот как вы сказали, наставник, кто-то с тобой разговаривает. И вот я с того времени понял простую вещь, да, в гуманитарных науках я там, в технических я медленнее, но если мной занимаются, я в принципе все понимаю, и у меня это откладывается. Вот очень хороший у вас пример, он показывает, что Макаренко был прав личным опытом. Вот ребенок, что он делает? Он хочет быть первым, и он перенимает модель поведения. Если он видит успешного учителя, не вот этого, который согнут вот так, пополам там приходит, не спустившийся с своими проблемами, а вот прям горящим.
он таким же хочет быть. Вот Макаренко показал, ребят, вот делайте так. То есть вот, ну, понятно, это отдельная история. Так вот, что касается вот этой развилочки, она не значит, что если вы имеете какие-то дефекты, вы будете гуманитарий. Нет, просто технические дисциплины требуют немножко другого мышления. И вот здесь есть такой нюанс, что когда... Предопределенность есть? Да, но она фиксирует, сейчас расскажу о ней, смотрите. Когда ребенок читает, и любой человек читает, он предугадывает, что будет вперед. И вот здесь возникает механизм. Какой механизм закрепится у ребенка? Первое, если он предугадывает, дальше видит конкретное слово, это эффект мозга, он просто экономит силу, он просто видит контекст и понимает, что там должно что-то быть, и какие слова примерно синонимы, антонимы подберутся, он уже примерно вот это поле сформировал, просто потом уточнение и конкретизация. Совсем как наши телефоны сейчас, додумывая следующее слово. Да, вот примерно так же работает мозг. Соответственно, если у него есть предугадывание, дальше он должен, как он делает, он читает. Если у него правильно сформированное чтение, то есть он увидел слово, прочел, произнес внутри себя без ошибок, конкретизировал, он увидел его смысл, и если он сопоставил вот это угадывание с фактом, есть развилочка, возникает либо корректировка, то есть точность, либо он воспринимает это вот как бы свое придуманное, то, что он доугадывал, как стандарт. И представьте, вот здесь предугадал, дальше получается, что смысл такой, как бы, знаете, такой жиденький такой получается. Есть вторая модель, называется создание гипотезы. Гипотеза угадывания немножко разные вещи. Да? Гипотеза – это предположение, которое может быть, а может не быть. Так вот, если он когда читает, любой человек, он создает гипотезу, что будет, если гипотеза дальше по прочтению вот этих вот закорючек, так называемых, да, этих символов, все остальное, превращается в слово имеет образ, смысл совпадает с его гипотезой, он гипотезу утверждает, идет дальше. Это проходит мгновенно. Да, я понимаю, что это вы рассказываете долго, это доли секунды. Это Да. Если гипотеза не подтверждается, он переосмысляет. Почему нет? Вот эта развилочка очень важна. Если он переосмысляет, пытается понять, почему так. Здесь же вот написано то, а вначале я же вот это начинается... Это технарь. Ну, образно технарь. Ну, образно. Мы немножко упрощаем, но чтобы было понятно. Тот, кто движется дальше по ощущениям и угадываниям, это гуманитарий. Да. И текущее состояние общества удобно для того, чтобы были так называемые угадайки. Потому что им проще управлять, им дали телефон, смартфон, все за них уже решили. А человек, который спрашивает, а почему здесь так, а не так, я же до этого вот это прочел, он говорит, мой жизненный опыт показал, что вот это вот должно быть так, а здесь что-то не так. Он как бы начинает задать вопрос, ребята, что-то не так, что-то тут как бы, либо манипуляция, либо неточность, либо какая-то вот неразбериха, давайте как бы либо убираем, либо идем дальше. Подожди, так нельзя. Мы тут тебе создали, ты должен как бы быть в этом вакууме и это симпатичный. Да? И вот возникает тут развилка, что подтвержденная гипотеза формирует системное мышление, именно обычным путем. Почему у нас в советское время так много людей, которые думали... Инженерный корпус? Да. Огромный, конечно, был выращен. Почему? Читать учили правильно. Потому что ты прочел, перескажи. Почему? В Сукасской ходили, у меня по школе, честно говоря, в Сукасской, и вот все сидели вот так, все были во внимании, да, это немножко перегиб. Но... И еще один фактор, дополню, прекрасно слыша вас, пресса для детей и юношества, газеты, журналы, начиная там с веселых картинок, Мурзилка, это уж старше, потом, да. А еще там Пионерская правда и всякое прочее, потом посерьезнее вещи, Костер там. Это же прям структурированный язык, да. Причем он не был академическим. Мы помним четко, вот я совершенно четко это помню, что каждый следующий уровень, он соответствовал возрасту. Он поднимался по ступенькам, где-то попроще, где-то сложнее, но без дикой зауми. То есть журнал «Костер» не был написан языком Державина. Все было понятно. И юность тоже, и техника молодежи. Более технократически, более гуманитарно, образно, но очень правильно. В таком пространстве трудно было остаться дубом. И самое интересное, что когда общество это поддерживает, твои сверстники, да. Ты как-то смотришь, ты автоматически попадаешь в эту историю. Ты говоришь, как так? Я тоже. И ты начинаешь, я, допустим, вырос на технике молодежи, на это это вообще был просто... Ты смотришь... Техника молодежи, это ж... Как это? Такие вещи... Проекция будущего. Да, ты смотришь, как ты думаешь, корабли, ты уже свою специальность выбираешь, исходя из этого. Ты думаешь, ничего себе, надо математику, надо физику. Почему? Потому мечта. Есть образ будущего, есть мечта. И ребенок этим горит. Любой ребенок, да, конечно, не каждый будет космонавтом. Вот этот вот...
Не каждый, да, но сам посыл, Да. то, что есть высшие смыслы и высшие профессии, и самые разные истории, в которых ты можешь реализоваться, где надо очень сильно упираться, но ты можешь этого достигнуть, это создавало вот эту ступенчатость. Да, не все космонавты, но многие в авиации. Да, но многие понимали, о чем речь. Что вот, а сейчас, получается, в авиацию идут все, кто может, кто боится высоты. Ну, есть пример, да, там. Я говорим? понимаю, Да. что да. И сейчас, получается, какой нюанс? Средств доставки, точнее, средств вот этих вот преподавания много, сути мало. Более того, размывается фокус внимания. Вот заметьте, как сейчас учебники. Вы открываете учебник, и вы не можете сфокусироваться. Ребенок, которому тяжело читать, он еще учится, его отвлекают разным шрифтом, разными цветами, разными расположениями. Это же нагрузка на мозг. Ну, конечно. Это нам, взрослым, тяжело. Многократное переключение на одной странице, это уже отвлекает сильно. Я вот многим рекомендую родителям просто сделать такой эксперимент. Вот очень классно работает, я своих детей как бы, ну, именно так вот заставляю делать. В телефоне есть режим ЧБ, черно-белый. Включите его, вы посмотрите, как лента по-другому звучит. Вы не будете отвлекаться на вот эти цвета, вы будете искать смысл. Вы это сразу мгновенно почувствуете. Ты открываешь, пошла, ты сразу ищешь, о чем она речь, потому что даже картинка, она воспринимается не как... Она блекнет, и она не так отвлекает внимание, нужно не понять оттягивает. смысл. И все журналы советские, да, изначально, они были черно-белые. И в этом был плюс, потому что не отвлекал на тебя на всю историю. И если вы сделаете черно-белый телефон, это источник вот этой всей истории для ребенка, поверьте мне, учиться он будет быстрее и лучше. Потому что он будет не только экономить, он механизм поменяется, механизм выборки данных меняется автоматически. Это очень важно. Это вот доказанная история. Это я недавно узнал, месяц назад буквально, вот это АЧБ. И сразу же детям своим говорю: все, ребят, вот хотите больше какого-то периода, только в режим ЧБ. Ну, папа, говорит: подожди, секундочку, мы договариваемся, либо мы не договариваемся. Иначе, условно говоря, они все, да, все. И вы знаете, они как-то там здесь полистают, все, у них уже неинтересно, там что-нибудь поделают. То есть они переключаются. И то же самое касается учебников. Если вы хотите, чтобы ребенок быстро читал, вообще воспринимал школьную программу, скачайте эти учебники, напечатайте их в ЧБ на принтере и пойдет дело быстрее. Потому что, поверьте, вот сопоставьте сами, возьмите страницу черно-белую и цветную, вы посмотрите, как вы быстрее ориентируетесь, потому что вы являете смысл. И это, более того, это как раз дисциплинирует внимание. То есть вы ищете не то, что вас привлекает цветом, каким-то таким антуражем, а именно тем, какой за этим стоит смысл. Вот нам... Мне неожиданно вспомнился Бродский, который говорил американским студентам, я все время повторяю, не думаю, что кто-то... Ну, нет, кто-то понял, конечно, он говорил им: и вообще, по возможности в жизни разговаривайте тише, носите больше серого и черного. И, конечно, Бродский не буквально это имел в виду, он имел в виду вот эту точку сосредоточения, в жизненный фокус, остановиться, услышать, отбросить вот эту мишуру. И еще кто-то, наверное, сомневается, скажет: ну, это как, вот, знаете, там, 19 век, черно-белое, ну, как бы... Ребят, всегда во всех элитных школах одна и та же одежда. Зачем? В советское время тоже было. Зачем? Не отвлекаться. Не отвлекаться, на вот эти сережки. Не размывать. Понимаете, да? Не размывать, даже в государстве условно ровного статуса, все равно не размывать внимание чем-то, да, конечно. Это же не просто так, это подтвержденная история. У нас почему-то там ходи как хочешь, там веди себя как хочешь. То есть вот эти вещи, которые отвлекают от внимания от усвоения, это же серьезная вещь. Провокационный вопрос вкидываю. От профессора Савельева. И наверняка вы его знаете. Раздельное обучение должно быть? Если я скажу, и имеется в виду мальчики и девочки. Одним словом или рассказать почему? Но можно и рассказать, но у нас цикл запланирован, мы можем немножко отклониться, потом к этому вернуться, хотя бы сейчас чуть-чуть скажите. 2 секунды, да, буквально. Смотрите, значит, и должно быть, и на каком-то периоде должно заканчиваться. Объясню почему. Значит, расскажите, на каком. Потому что в его системе координат где-то 4-й, ну максимум 5-й класс вместе, потом раздельно. Немножко пораньше. Объясню почему. Смотрите, есть период... Немножко пораньше раздельно? Да. И уже никогда вместе? Нет. Есть предметы, которые должны быть вместе, потому что есть социализация. Вы не можете быть вне социума. Социум – это мужчина и женщина. Ну, я имею в виду семья. Она вырастает... Ох, это сложно. А как это сделать? Ну, хорошо, ладно, это детали. Бог с ним. Давайте вот по существу. Где-то 3-й класс? Ну, где-то, наверное, да. На 3-й, но уже какие-то предметы должны расходиться.
Потом, когда начинается, почему? Потому что девочки немножко быстрее растут психологически, на 1,5 года где-то примерно. Ну, всегда, да. Более того, они по-другому воспринимают материал. То есть, если мальчики, по-моему, если не ошибаюсь, активны в середине, девочки в начале. Вы замечали вот такую интересную вещь, что когда интересная тема, один звонок, девочки собрались, ушли, а мальчики там все это еще обсуждают, какие-то контрольные. Уже не помню, но, наверное. Это было. Я когда об этом узнал, вспомнил свою физику. Действительно, там еще 5 минут. Вот интересно там. Почему? Потому что так заложено, что между... Разная динамика. Да. Это эти разогнались еще, и пока они останавливаются, эти уже остановились и пошли дальше. Женщина сначала думает интуитивно. Ну, девочка то же самое, интуитивно воспринимает. Да. То есть сначала описывает сочинение, принц на белом коне, там, ну, вот это. А мужчина, у него была шпага, он функционально подходит. Это природа заложена, чтобы белый вид выживал. И это нужно возвращать в образование. Вот эти вот разницы не просто отдельно, потому что они между собой конкурируют. Ну, кто главнее, там, да, вот эти вот за место, как говоря, под солнцем. Это же оттуда идет конфликты. Мы же не можем полностью перечеркнуть заданность нашего биологического вида. Да, мы должны подстроить систему образования под эти данности. Мы не поломаем эту биологию. Но мы можем сказать, что вот на этих уроках вот так, потому что материал так. И преподавание вообще должно быть по другим учебникам. Потому что объясню, что девочка интуитивно. Сначала ей дают образный формат. Да, это, я об этом пишу в своих книгах, но это никто не слышит. Но они, все сомневаются. Мы с вами в одной лодке. Да. Говорю, ребят, это же не настолько очевидно. Вы просто вот как бы успокойтесь, прочитайте, хорошо, подумайте. до конца школы так и раздельно выходит, а там уже в институте понятно, все уже там. Потому там и профильный сказывается, там ясно, что это уже другая жизнь, уже другое все. Это уже взрослые люди. Разные предметы должны быть вместе и раздельно. Потому что восприятие по-разному. Физика – это разные, потому что биология разная, допустим, рисование может быть вместе, физкультура может быть. То есть это надо еще тестировать. Но то, что есть различия, и оно фундаментально, даже в преподавании, должны быть преподаватели для девочек и для мальчиков разные. У нас нет мужчин в школе. Ну, с этим вообще катастрофа, да, я согласен. Слушайте, я очень позитивно воспринимаю то, что вы говорите. Это сложная, конечно, система для государства. Ну, условно, она сложнее даже не просто разделить, а разделить и совместить, и разделить. Но, конечно, если мы говорим о будущем, то, конечно, все это нужно брать исключительно на вооружение. Ну, мы от этого никуда не уйдем, потому что биология... Да нет, через какое-то время, я надеюсь, осмысление наступит, и наступит переход. Но понятно, что пока-то мы там, где мы, где мы есть. У нас сейчас 11 лет, да, обучения, но можно совместить до 9, если правильно выстроить. Ну уж во всяком случае до 10 точно, потому что этот 11 класс – это совершеннейшее безумие какое-то, вообще непонятное для чего оно. Уйти от фактологии, уйти к методологии. То есть ребенку нужно научиться обращаться с информацией, не запоминать, как вот мы с вами еще коснемся таких волевых качеств, психики ребенка, да, вот мы говорим, будь внимательный, а ребенок не знает, что такое внимание. Вот у него есть... Да, директивно заявлять это проще всего. Ты его научи, дай ему... Даже дома, когда он находится, вспомните даже, допустим, свое, даже я по себе помню, такой, вот сиди, читай, будь внимательный. Знаете, когда уже на эмоциях, ты понимаешь, что как-то надо это воздействовать на ребенка, он так... Я потом понимаю, он же знает, что такое внимание, ему нужно объяснять, что такое внимание, что такое воля, что такое память, что такое образ, мысли. И когда вот это все ему показано, он уже понимает, с чем работать. То есть, когда тебе требуют запомни, значит, нужно запомнить. А смысле, то есть, значит, расскажи о чем ты. Он внутри уже готовится, он подбирает синонимы. Это же автоматически происходит. Это не сознательные функции, это бессознательные. Но вот эта направленность, она должна быть. И когда мы задаем ритм и направленность обучению, люди меняются, дети меняются. Правильно ли я понимаю, что вы говорите во многом о том, чтобы автоматизм усилить осознанностью природы автоматизма? То есть мы говорим ребенку, да, это происходит фактически само собой, это на уровне инстинктов, потому что само чудо обладания речью, как вот существо, появляющееся на свет, маленький человек, как он научается говорить, мыслить, думать постепенно. И само научение чтению, вот как, я вот буквально не понимаю, как же это происходит? Вот ты смотришь на эти знаки, и как-то вдруг они складываются, а потом уже в более взрослом возрасте ты читаешь, и ты даже не замечаешь, как они перед тобой проскакивают.
Правильно, да, я понимаю? Это научение тому, что все механистичные подсознательные процессы должны быть опознаны, Да. и тогда они переходят в том числе для тебя, для каждого из нас, на новый уровень контроля. Ты можешь в большей степени этим управлять. Да, да. И даже повысить эффективность внутри каждого из процессов. Да, да. Но это даже, знаете как, это даже не вызов будущего, это уже назрело сегодня. Так понятно, что при входящем информационном потоке, тем более, что он мутный, абсолютно не отфильтрованный, конечно, это имеет все принципиальное значение. Принципиальное значение, наверное, я так вот догадываюсь, имеет некий навык, который еще только нужно формировать, видимо, как предмет, я не знаю, там распознавания, условно говоря, ложной или там абсурдной информации. Ну, просто потому, как она подается, как она структурирована. Вы смотрите, я сейчас зачитаю 10 пунктов, которые ребенок должен уметь, ну да, условно говоря, уже во 2 классе. Во втором? Во 2 уже, да. Первое, это вот представим, что вот родители не занимаются чтением, как в советское время. Вот они занимаются своими проблемами, там, строят там, дороги, там, в космос идут, ну так далее, да? Ну, я образно, так глобально. Не, все хорошо. Да. Это будет прекрасно, когда такое вернется будущее. Его привели в садик, он там научился каким-то там, условно говоря, вещам, там, ну, там, танцевать, там же все, это музыка, Да. ну, все вещи вот эти. Потом идут в школу. Где-то, допустим, что-то он уже умеет, но навык общения в полноценном варианте он еще не освоил. Значит, 2 класс, начало, сентябрь. Вот при нормальном обучении что должно быть? Первое. Он видит букву, он читает написанное. Он видит букву и читает написанное. Он видит слово, понимает его. Он видит значение, то есть улавливает смысл. Он видит предложение, соединяет слова в смысл. Не каждый отдельно, уже контекстуальный смысл. Он видит события, за текстом события, образ события, то есть динамику. Это уже не просто статик, я запомнил, вот теперь пересказываю. Это событие, это понимаю, что произошло. То есть это динамика. Следующий этап – связь событий. Связь событий. Это вижу, как все связано. Почему в начале абзаца Петя, там, допустим, сорвал яблоки, а потом побежал, а оказалось, что сад чужой. Ну, понимаете, да, я вот это об этом. Потом он должен видеть причину и следствие. Почему Петя побежал? Почему никто не побежал, или вообще, почему он вообще полез? То есть причину и следствие. То есть я понимаю, почему так произошло. То есть опять та же самая логика. Да, это логика. Просто логика, она нужна, чтобы выстроить границы понятийные, чтобы ребенок понял, что черное это черное, белое, родовые понятия, вот, видовые, умозаключения и так далее. 8, он должен понимать закономерности. То есть когда он много читает, он понимает, замечаю общие, почему вот эти вот много-много-много вот этих вот абзацев, все. Почему, в чем закономерность этого всего? Оказывается, полез в чужой сад, получишь соль. Я образно говорю. То есть куда надо, да. Это закономерность. Я таким языком, да? Да. Потом получает принципы. Принципы – это правила. То есть это делаю выводы, формулирую принципы. Лезть в чужой сад нельзя. Это установка. Понимаете, да? Это вот то, чему учили там, в советское время. Нельзя. Почему? Это только обратно. И последнее, он формирует модель мира. То есть он строит свое представление о мире. Когда вот это все работает, кажется, что такое человек 8-9 лет. Маленький, он не маленький, он маленький, взрослый. То есть с маленьким опытом. И когда вот эти все 10 пунктов работают, мы имеем другого ученика. Он понимает. Но когда эти 10 пунктов работают, они работают в том смысле, что человек разворачивает для себя целостную картину. Прочитывая текст или представляя себя в каких-то обстоятельствах, он принимает решение соразмерно уже некой системе координат, которая привязана к общественной системе координат, так скажем, одобренной, и понимаемой как, хотя бы в первом приближении как благо. Да, я слышу вас. Как допустимо и недопустимо. Да, допустимое и недопустимое, да. Здесь же мы не уходим от понятия ценностей. Что важно обществу, что не важно, где коллектив, где я, где границы мои, где границы коллектива, что важно для меня, что для... понимаете, да, вот о ценности, которые должны создавать целостного человека. Но без картины мира куда он будет это добавлять, вот эту физику? Куда эту математику будет добавлять? Куда это вот эти... Почему, допустим, вот мы знаем, да, что там Пушкин – это современник Маркса, да? Мы знаем, а он-то не знает. Почему, допустим, вот Малевич написал... Это хороший мост. Да, это называется междисциплинарные связи. То есть вот у меня, знаете, это вообще такая мечта написать серию книг о дисциплинарных вот этих вот связях между предметами. Работа идет, но она такая, знаете, требующая такая.
Понимаете, да? Все, что связано Это такая вот с созданием задумка. системных текстов. Я понимаю, я слышу. То есть, услышав фразу или произнося несколько пушкинских строчек, там, «Зима, крестьянин, там, торжествуя на дровнях, обновляет путь», или там некрасовских строчек каких-то про железную дорогу, или еще про что-то, он должен видеть целостную картину, выхватывать ее буквально и уметь, если вдруг его в моменте, как я понимаю, остановили, дать, так скажем, целостную картину мира в этот момент. Он примерно должен рассказать, что вероятностно это, ну вот понятно, зима, вот примерно такая погода, действие, вероятно, происходит где-то за городом в деревне, потому что где же он по Невскому проспекту поедет на этой лошади, обновляя тем более путь, понятно, что раз пути нет. Вот примерно так. Да, логика встать, да. Это, понимаете, это помните, как это гипотеза, да? Вот это оттуда начинается. Из очевидного утверждения ты достаешь все прочие очевидности, которые лежат за ним и являются, само собой, разумеющимися фактами. Если ребенок не может строить гипотезы, а находится в угадывании, этого не существует. 10 пунктов проходит мимо него. Вот он где-то застревает там на уровне слова предложения. И потом ему Да, это понятно. Когда его там дают тяжелые тексты, теперь сам давай там готовь там что-нибудь, там, ну неважно, сейчас это проекты, да, там какие-то такие коллективные вещи, он понимает, что он не может осилить. Почему? Потому что он не может работать с текстами. Ему вот эта функция не привита. Ну, такое слово, конечно, не очень, но не привита. Так нет, почему? Хорошее слово. Это вопрос же, кстати, касается того, что ребенок в такой ситуации, строя какие-то свои тексты или формируя то же самое изложение, например, да, о котором мы говорили, что тяжелая ситуация с изложениями. Так если он так воспринимает мир, для него изложение не является проблемой, потому что, прочитав текст, он воспринял общую картину и может ее снова переописать, ту же самую картину, авторскими и своими добавленными словами, и, может быть, чуть-чуть какими-то еще смыслами. Что-то подсветив там, что ему особенно понравилось. Или... Ну да, а если он еще может это делать эмоционально, эмоционально, я говорю, подсветив. Ну, то есть я имею в виду, знаете, вот когда он чувствует, и может чувствовать, как вот эта эмпатия, так называемая психологическая эмпатия, когда он может передать чувства, почувствовать и передать их. То есть, это, соответственно, разгоняет и словарный запас, и поднимает слои памяти, где-то на что-то он натыкался, на какого-нибудь зайчика серенького, а зайчик серенький был описан еще вот так, вот так, вот так, вот так. Да, я хорошо понимаю, о чем вы говорите, но это не только... Это никак не... Это даже не возврат к советской системе обучения, а это переосмысление советской системы обучения, ее дополнение, ее серьезная перенастройка, возвращение некоторых дисциплин и, в принципе, другой план обучения и система организации обучения. Из сегодняшнего дня задача неподъемная. Но я думаю, что на горизонте, да, как неизбежность случится. Не боги обжигали, как горшки обжигали. Ну, конечно, поэтому надо, понимаете, надо, чтобы большинство поняло. Надо говорить об этом. Надо говорить. Да, нужно, чтобы вот этот массовый запрос, он был целенаправленный. Ребят, вот надо нам вот это. Почему? Потому-то. Не просто я вот берем ЕГЭ. Ну, берем ЕГЭ, что останется? То же самое останется. По большому счету, школы нет знаний. Ну, вот она. Здесь понимаю, да, кажется, что просто отрубить голову дракону, но вырастает еще две. Не в одной голове вопрос. Не в голове вопрос. Не в голове. Вам дадут еще одну такую же ЕГЭ, только под другими. Вот теперь будет тестирование. Вот вам преподаватель. Они возьмут что? Они возьмут бумажки преподавателей, и будете задавать просто вот так вопросы. То же самое ЕГЭ просто перевернется. Посмотрите. Да, что будет, возможно, еще страшнее. Да, потому что там возникает неприязнь человека к человеку. Вот, допустим, Марья Ивановна, мне нравится, она вот всю жизнь мне там по биологии ставила двойки, там это, а тут она на экзамены все, я там в подсел, лучше бы я ЕГЭ сдавал. Понимаете, там хотя бы нет этого человеческого фактора, понимаете, да? Как может быть? А другой, вот там красавчик, там, условно говоря, там мы все вот там симпатизируем. Да. ему подскажете, вот смотри, ответ какой? Ну вот двоечка, ну кивни 2 раза. Угадал, мальчик, молодец, вот тебе там, ну понимаете, да, то есть это снова будет эта составляющая, поэтому надо уходить к нормальным отношениям, вот в школе, вот к нормальным. Давайте подведем итог сегодняшнего эфира. В следующий раз все-таки нужно поговорить о 1 классе, потому что мы планировали это. Еще у нас есть дни, еще до 1 сентября, я думаю, мы увидимся сейчас. Ну и дальше тоже, но имеется в виду прям до 1 сентября. Давайте подведем итог и скажем о том, что мы сегодня остановились на смыслах.
не на бессмысленном скакании по предметам, по каким-то заданиям, по насыщению себя, как вот просто истерически запихивая в себя все там огромными кусками и подавившись в результате, а на осмыслении и на том темпе, который может казаться в сегодняшнем обществе архаичным, медленным, бессмысленным и каким-то транжирным с точки зрения вот этих временных затрат, но который на самом деле самый ценный и обеспечивает скорость последующего обучения. Правильно я вас понимаю? Да. Медленные первые там 2-3 года закладывают обязательный такой мощный фундамент на системное развитие личности и хорошо такое профункционированное обучение. И, конечно, тогда не нужен никакой, я полностью с вами согласен, безумно 11 класс. А может быть, при правильной реорганизации программы не нужен и 10. И можно вполне уложиться в 9 лет. Тем самым выиграв этот год, который в юном возрасте год, он равен, наверное, нашим 5, если не больше. Хорошо, это был шеф-редактор проекта «Эра» Сергей Цветаев и мой гость и замечательный собеседник Роман Миленчук. До свидания. До свидания. Всего доброго, да. Спасибо, увидимся. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Акнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна Акнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.